Здравствуйте, с вами Рина Преображенская с новым разговором для подкаста «Окно». Этот разговор является продолжением предыдущего, запись которого я сделала 21 февраля. И у меня даже были кое-какие мысли для продолжения того разговора. Я об этом и сказала в завершении. Но, как обычно, жизнь несла свои коррективы. И поэтому сегодня я пришла с разговором, который для меня стал, наверное, даже где-то и неожиданным, хотя и закономерным, как теперь я это уже больше понимаю, вижу. Предыстория такая. С понедельника, 26 февраля, со всех сторон буквально начали сыпаться, поступать сообщения, информация такого непростого содержания. У меня было ощущение, как будто все одновременно закипело и буквально вот стучится со всех сторон, вот со всех сторон, из всех сообщений, из всех источников, чуть ли не в двери. Тут про соседей я уже вам вообще молчу. Никогда не слышала, чтобы у нас тут дети как-то кричали в подъезде или еще что-то, собаки лаяли. Вообще какой-то достаточно спокойный подъезд, все нормально. А тут, начиная вот с жизни рядом, что называется, и вот через телефон. Столько сообщений я получила. И у меня буквально напряжение стало вот на глазах возрастать. Я почувствовала, во-первых, то, что начало происходить то, что я и предвидела, но я не ожидала, что это будет с таким очень высоким градусом, даже от тех людей, с которыми мы уже, в принципе, так скажем, что-то сделали, как-то поработали. То есть и у них тоже стали происходить такие моменты, о чем они постоянно мне говорили, что буквально вокруг стало столько много всего происходить, что они просто не успевают это все переваривать, не успевают это все. Да, успевают, вот нет, все-таки неправильно. Да, успевают, и в то же время так много всего, что прямо что это вообще происходит. И где-то уже и не успевают, и где-то уже, в общем, всех заматывает в своей какой-то личной истории, что уже очень и очень непросто, где-то даже сложно. И, естественно, это все я слушала, проживала. И, конечно же, вместе с этим делала свои дела. Я имею в виду свои дела личные и свое дело. Я имею в виду вот то, что я с людьми работаю. Вот. У нас здесь много было моментов, шагов по подкасту, по расширению подкаста. Спасибо ребятам большое. То есть это прям запустилась такая большая волна, которая уже просто есть, она просто двигается. Это нужно просто давать этому продолжаться, вот так я скажу.
То есть это две таких параллельных, можно сказать, реальности, которые между собой по большому счету никак уже не стыкуются, слишком большая разница в содержании. Но и в то же время ты не можешь игнорировать то, что происходит вокруг тебя, и да, параллельно делаешь свои дела. Вот. Но градус, я еще раз говорю, остроты воспаления был настолько высок, что во вторник я почувствовала, что мне нужно время. Я не могу на прежней скорости продолжать делать то, что я и хочу, и люблю, и могу, и очень хочется это делать. Но в то же время вот этот объем поступившей информации стал на меня уже просто таким поршнем давить, что я поняла, что мне нужно стоп сделать обязательно, разобраться, потому что иначе это точно неправильно для меня. И я сообщение вот Ирине отправила о том, что сейчас мы немножко тормозим. Вот, сейчас разберемся тут с такими вопросами, которые обязательно нужно посмотреть. Ну и только потом я буду уже в ресурсе готова дальше двигаться. И, конечно же, спасибо жизнь за то, что мы вместе сейчас именно с теми людьми, которые созвучны, синхронны. Ирина озвучила один в один то же самое примерно, что она проснулась и поняла, что она именно вот сегодня, хотя мы договаривались, вот ничего она не хочет делать, у нее просто ресурса нет абсолютно никакого. И здесь мы без вопросов дали друг другу время, паузу. Каждая сейчас идет, как говорится, в своей скорости и живет только свою жизнь. Мы сейчас практически не взаимодействуем, за что я ей бесконечно благодарна за это взаимное понимание и чувствование. Ну, она такая же, из того же теста, поэтому нам здесь, слава богу, нормально. Без вопросов, без особого напряжения. Так вот, предыстория, конечно, немножко, может быть, и сейчас скажу слово такое. На самом деле и говорить тоже не совсем просто, хотя я этот разговор уже давно хотела сделать. Какие-то слова подбираю ненормальные, неподходящие. Вот, ну как получается, друзья. Надеюсь на ваше правильное понимание, потому что действительно состояние не такое боевое, не такое жгучее и рвущееся вперед, поэтому надеюсь, что вы здесь правильно поймете. В принципе, я думаю, что мы с вами здесь очень сильно похожи в чем-то. Вот, поэтому все такие тормозящие, все такие, вот лично у меня такое слово, знаете, такие припечатанные, пришибленные. Это я про себя говорю. Тут, в общем, все это припечатала, пришибла. Я такая, хорошо, ладно, все, я поняла. Закрываюсь тут вот в своем логово, нору и вот разбираюсь с тем, что прилетело. Так вот, сейчас бы мне вернуться, откуда я тут в сторону-то пошла. Сейчас, 2 секунды. Сразу еще хочу сказать, запись переписывать не буду точно. Я ее прям рожаю на полном серьезе. В общем, как получится. Оставайтесь те, кто выдерживает мои паузы, те, кто нормально относится с пониманием к тому, как я это говорю, что я говорю. Ну а если некомфортно, то, конечно, либо не время, либо не судьба. Вот. Тут уже сами смотрите, надо вам здесь быть или нет. Не держу, ребята. Просто я вот сейчас говорю и даже считываю такое определенное напряжение во внешнем пространстве.
И понимаю, что отчасти вот это мое торможение от этого тоже. Я уже объясняла, что когда я говорю, в моем теле, во мне формируется большой контейнер из того, что, да, мое, и в то же время из того, что внешне присутствует. Я и там, и там. И вот это вот, этот микс, он кубаторится во мне, что создает определенное напряжение, если оно есть. Если оно присутствует сейчас во внешнем пространстве, чтобы это выдать, донести, достучаться. Ну, я здесь не насилую себя, я просто объясняю, чтобы вы понимали, в чем дело. Так вот, во вторник я взяла паузу. Я надеюсь, я туда вернулась в начало. И увидела определенные вопросы, которые требуют внимания. Все, они важные, действительно. И как только мне представилась возможность, я сразу стала прям с ними разбираться. И тут меня ждал очень большой, неожиданный, реальный прям сюрприз большими буквами, можно сказать. Потому что как только я посмотрела в свое состояние, вот в этот стоп, ну, в то, что внутри меня находится, у меня автоматически, буквально тут же закрылись глаза, я откинулась, и буквально с выдохом, вот с таким придыханием вышла из меня такая фраза: «Боже, как я устала». И все состояние мое было вот именно такое. Я закрыла глаза, откинулась, и вот вы не представляете, у меня было ощущение, как будто это не просто усталость, это просто какая-то неимоверная, тотальная, какая-то запредельная усталость. И я когда сама себе сказала эту фразу, у меня ощущение, как будто у меня тело стало сразу опадать, как будто оно вот призналось само себе, и уже от этого стало легче. И я какое-то время так была. И несколько, уж не знаю, мгновений, минут, я не знаю, я так сидела. И у меня фоном был такой вопрос: от чего я устала? У меня вот прям фоном такой, мягко говоря, шок, потому что я весь февраль посвятила вот прямо себе. Да, я работала, но у меня в приоритете, прямо в центре, все стояло именно забота о теле, о себе. То есть я уже рассказывала, всю неделю я вообще ничего практически не делала. Я отменила все. Я тут по самому минимуму, да, я общалась, да, я, как говорится, функционировала, работала, но я отменила все, так скажем, неважные какие-то моменты. Это я уже сказала, всю неделю у меня было четкое прям расписание, я его увидела внутри, почувствовала, что оно для меня правильным, и я все это выполнила. Потом я занялась здоровьем, хотя вот это такие мероприятия у меня были запланированы позже, на март. Я это все начала прямо тут, сразу в феврале. Со второй недели февраля я 2 недели занималась вообще только здоровьем, тут все сделала тоже, что могла. И у меня поэтому был такой шок. Я практически не работала. Я имею в виду, а что ты делала, что ты так устала? Но та часть, которая сказала эту фразу, такое ощущение, как будто она просто вот есть, она это озвучила,
И я увидела, что она прямо больше, гораздо больше и важнее. И потом все вопросы стали у меня сразу сами улетучиваться, потому что у меня просто ручьями, океанами полились слезы. И я не могла их остановить и не хотела этого делать. Потому что я сразу поняла все. Я увидела все. Это плакало мое сердце. В нем, слава Богу, нет тяжестей, тех прежних тяжестей, с которыми я очень долго жила, была. Этого не было. И нет, слава Богу. Но, как оказалось, мое сердце переполнено болью от того, что происходит. Потому что ни один нормальный человек такое выдержать просто не в состоянии. Ни одна психика это выдержать не может. Ни одно тело. Ни один нормальный человек ни одно нормальное живое сердце не может бесконечно на все это смотреть, жить в этом. И быть постоянным. Давай. Когда я это увидела, у меня вопросов не было, от чего я устала. Я даже в тот момент хотела начать эту запись. То есть она вообще-то она рождается вот со вторника, с 27 февраля. Сегодня 1 марта. Я хотела прямо тогда, в моменте ее начать, но что-то меня остановило, и теперь я еще, конечно, больше понимаю, почему это произошло. Потому что для этой записи нужны были силы и ресурсы, а их в тот момент не было. Да, я специалист. И в то же время, в первую очередь, я просто живой человек. Я женщина, я мама. И поэтому при всей моей любви к моему делу, сначала я все-таки вот человек, женщина и мама, живая. И каким бы специалистом я ни была, я не хочу делать вид, как будто
Я всегда на псевдопозитиве. Нет. Я открыто и честно всегда говорю, что я живая. Я целостная, я цельная. Может быть, эти слова сейчас не совсем здесь уместны, но иначе не могу сказать. И поэтому от своих основ я не отказывалась и не откажусь никогда. У меня не получается дистанцироваться от того, что происходит, от боли тех людей, которые ко мне приходят. Да, я это все выдерживаю. Да, я помогаю. Здесь вопросов нет. Те люди, которые ко мне обращались, с которыми мы сейчас каким-то образом взаимодействуем, убеждена, не дадут мне быть голословной, что мы решаем их вопросы, все нормально, с профессиональной точки зрения, лично у меня ко мне вопросов нет. Но это не значит, что мое сердце дистанцировано. Капля за каплей копится то сострадание, то соучастие, сопричастность, когда мы общаемся, когда я чувствую их боль. Но это, поверьте, очень малая толика по сравнению с тем, сколько боли в моем сердце я увидела от того, что происходит в мире и в нашей жизни вообще. Говорю честно и открыто, я устала. Я устала видеть бесконечно эти скорые, эти реанимации, эти сообщения. Да, я не сижу в этих новостях, да, я не сижу там и не постоянно не листаю эту ленту. Я бы, наверное, тут уже вообще с ума сошла. Я не представляю вообще, как живут люди, которые постоянно этим занимаются. Я просто не представляю, как их психика еще что-то выдерживает, и как они еще, наверное, и работают, и какие-то дела делают. Я, честно говорю, я просто не представляю. Я этим не занимаюсь. У меня, слава богу, есть здоровая, нормальная часть жизни, которая действительно живая, которая наполнена действительно жизнью. Но в то же время вот от этой части, как бы я ни хотела, именно вот в тот момент, как говорится, убежать, когда ты слышишь все это, чисто человеческое, Господи, да сколько это может уже продолжаться? Не получится, не получается, так и не надо. Это и есть жизнь, и есть все. И вот эта способность выдерживать, это же не значит выдерживать это только дистанцироваться, только не принимать, только быть способной вообще вот разделять. Я нет, у меня так не получается. Я не знаю, может, есть какие-то такие специалисты и способы, которые могут это помочь сделать. У меня так не получается. И по моим ощущениям, лично для меня, наверное, это и не надо. Лично для меня правильно жить, как получается, как можется, как именно сейчас ты способен это делать, вообще на что ты способен, не закрываясь ни от чего. Я имею в виду, что да, фильтры врубать, иначе тут вообще замотает так, что не знаю, где окажешься. Но в то же время смотреть на это, выдерживать. И да, твое сердце при этом, конечно же, тоже сопричастно. И это нормально. Там есть, конечно, еще одна большая тема.
она для меня уже давно присутствует в моей жизни, особенно активировалась вот в последние годы, когда начали происходить трагедии с моими близкими. Это тема, когда ты видишь больше, ты понимаешь больше, ты идешь свою дорогу. И в то же время рядом с тобой есть люди разные, близкие, не близкие, разные люди, которые тоже идут свою дорогу, так как считают нужным, правильным для себя. А так как ты видишь немного больше, поглубже, ты видишь те ситуации, которые хотела бы, конечно, чтобы были другие. Хочется, чтобы всем было хорошо, хочется, чтобы все были счастливы. И вот это правило жизни — не вмешиваться в жизнь другого человека без его просьбы, а уважать его выбор, его решение, его волю. С этим, я помню, прямо одно время даже с этим я, конечно, долго разбиралась. Прошла все стадии. И спасательство, и борьбу, и войну, и несогласие. Все было в моей жизни. И вот последние годы, когда я наблюдала, и тем более, когда подтверждалась та история, которую я предвидела, вот это был для меня, конечно, вызов. Огромный вызов. Выдерживать это, быть с этим, еще и помогать по мере необходимости. И до последнего я шла эту дорогу, до последнего. Хотя очень часто мне хотелось сказать эту фразу, но я ее не говорила, а хотелось. Когда я видела уже тот итог, к которому все пришло. Печальный, грустный. И вот я помню свое состояние, я же говорила, но это не имело никакого значения. Поэтому я всегда просто наблюдала, молчала и помогала. Но это не значит, что мне было все равно внутри. И с той болью я, конечно же, разбиралась в свое время, а тут накопилась уже боль уже от всего, что я вижу вокруг себя сейчас. И поэтому пролились те не просто слезы, а просто, еще раз говорю, какие-то бесконечные ручьи. У меня было ощущение, как будто у меня слезы, как гроздья, просто стекают из меня. И я не могла и не хотела их останавливать. Я не хотела останавливать свое сердце, которое просто в этот момент распечаталось и продолжало жить именно так, проживая эту боль по полной программе. Я это называю дать течь тому, что льется из вас. Дать быть тому, что происходит, что поднимается, дать этому свободу. И вот оно происходило.
и происходит сейчас с кем-то из вас. Потому что в тот момент, я имею в виду вот за тот разговор с собой, вытекло много, очень много, и мне стало гораздо легче. Я прям физически почувствовала, как у меня, как оказалось, было огромное напряжение внутри, что я носила эту боль в себе, а я даже его не замечала. Уж вроде бы у меня тут все мои кнопки работают, все тут антенны. Ну вот так вот. Человек как был, так и остается человеком, и это нормально. И вот у меня это произошло и происходило все дни после. Почему я еще и не смогла прийти раньше. Но и сейчас я не могу продолжить говорить, потому что у меня ощущение, что вот сейчас это время очень важно для тех, кто слушает меня сейчас. Поэтому я сейчас просто помолчу вместе с вами. Чтобы дать пространство для вашего исцеления. Кому-то очень нужна была сейчас именно эта тишина. Настоящая, живая, с собой. Со своим сердцем. У меня сейчас такая фраза приходит. Со своим сердцем в обнимку. Классно, правда? Обнимите ваши сердца и чувствуйте. Чувствуйте,
чувствуйте, какие вы живые. У меня сейчас родился такой, знаете, полный вдох за весь разговор. И в то же время опять подруги слезы пришли. Потому что я как будто заново проживаю себя и чувствую вас. Каждого. Мы ведь в нашем сердце все связаны. Когда ты чувствуешь свое сердце, ты обязательно почувствуешь сердце рядом. Обязательно. Что с ним? Как ему сегодня? Вот я за такую жизнь вместе. Я за такую жизнь в себе. И я за такую жизнь вместе с каждым, кто тоже хочет быть живым, кто хочет оставаться именно таким, кто хочет такую жизнь передать своим детям, показать, научить, рассказать. А передать и научить мы можем только личным опытом, личным примером своей жизни. Неожиданное продолжение того разговора, правда? Да, там тоже темы, конечно, несомненно важные. Они у меня до сих пор в заметках есть. Но в то же время есть главное. А те темы подождут. Может, до них вообще еще речь не дойдет. Посмотрим. Тут я уже вообще не влияю. Точно. Я иду за тем, что рождается в жизни, во мне. Жизнь течет через меня. И я просто позволяю подниматься тому, что происходит. А сейчас жизнь вымывает все то, что не является любовью. Не является жизнью. И вот мы освобождаемся, как можем, как получается. И слава Богу, что освобождаемся. Потому что боль, она, конечно, запечатывает. Она запечатывает, и она требует к себе внимания.
где бы она ни находилась. Я имею в виду, где бы она ни находилась в нашем теле, рано или поздно она привлечет к себе внимание, это правильно. Это всегда отдельный разговор. Боль просто так не происходит. Я помню, как я первый раз прочитала фразу «возлюби болезнь свою», но здесь также «возлюби боль свою» я могу поставить знак равно. Я помню, у меня был шок от этой фразы впервые, когда прочитала. А сейчас это действительно очень мудрые слова, потому что это всегда большой разговор жизни о тебе самом. И вот эта боль, накопленная в сердце, она также говорит, и много говорит о нас. И у каждого свой разговор. Вот у меня такой разговор получился. О том, как оно стало. От того, что происходит, от этого бессилия, от отчаяния, от всего того абсолютно человеческого, что проживается осознанно или неосознанно. Какими бы мы ни были сильными, мы в первую очередь просто люди. Я помню, вот на этой же неделе, по-моему, в понедельник мне как раз одно из сообщений было. Девушка мне писала. Сначала она написала сообщение, там очень много что у нее произошло, непростого в семье, и как было сложно, и как все родственники там, в общем, в панику подались, как она выдержала. А потом сообщение пришло, что все это усугубилось потом в итоге, и что она уже перестала выдерживать. И вот она написала такую фразу или сказала в голосовом, я уже не помню. Я увидела, что я не сильная, я живая. И я прокомментировала именно, дала ей свой комментарий через какое-то время. Вот, и у меня в ответ пришли слова. Здесь я позволю себе объединить. Я не помню, конечно, уже дословно, что я сказала, но суть сказанного такая. Вы и сильная, и живая. Вы все, вы вместе. И вот мы с вами и сильные, и живые. Лично для меня это просто нормально. Вот. И сейчас я тоже вспоминаю свои обращения, когда предлагала людям облегчаться, облегчать свои сердца. Сейчас вот они в воспоминаниях постоянно всплывают у меня, постоянно. Наверное, нужно будет их дублировать, потому что, в принципе, это все актуально сейчас, один в один.
Вот. Ну, кто-то делал, но большинство, конечно же, нет. И я вот периодически тоже ловлю себя на мысли, которые я никому, как правило, конечно же, не озвучиваю, а здесь говорю только для того, чтобы опять просто помогать. Иногда у меня тоже есть такое внутри сожаление. Я же говорила, я же говорила. Но дальше моего внутреннего монолога это не выходит. Я просто помогаю, что я делаю сейчас. Но еще раз говорю, сердце-то не железное, сердце не камень, оно живое. И вот и накопилось. И весь вторник, среду, четверг. Я вроде бы, Рина, надо сделать запись. Угу. И чувствую, еще не время, еще не время. И все это время уже вроде бы, столько дней. Действительно, я тут большое пространство дала для этого разговора. Я не ожидала, что это будет так долго. Но у меня параллельно, конечно, делается то, что было необходимым и важным вместе с этим. Вторая часть жизни у меня продолжается. Просто она скорректирована была. Вот. И уже вроде бы все. Уже вроде бы и ресурсы. Я себя чувствую, чего-то не хватает. Это, знаете, как вот я принцесса на горошине. Вот вроде бы уже все нормально, а вот что-то не давало мне такого полного, тотального прямо «да», чтобы сесть и начать эту запись. И эта горошина обнаружилась. И я увидела, что именно вчерашний вечер мне подарил тот ресурс, который мне был необходим для этого разговора. Такие разговоры не говорятся просто так. Вообще любое обращение в мир для меня это не просто на поболтать. Я уже тоже раньше озвучивала, что я не для развлечений, я для разговора. Каждый для разговора для меня действительно имеет смысл и не один. И для этого нужно достаточно ресурса. И при всем том, что я чувствовала себя, в принципе, в ресурсе, уже для разговора точно, оказалось, нет. Именно для этого разговора нет. И вот вчера я побывала на концерте. Мне подарили билет на этот концерт. Абсолютно неожиданно. Я даже отказывалась сначала, а потом приняла его. Я почувствовала, что здесь тоже есть какой-то смысл. Я не знаю, для меня это вот какие-то антенны работают, которые мне точно показывают рано или поздно, прям подсвечивают, что сюда надо как-то посмотреть, дать этому быть, происходить, а там посмотрим. Потому что сначала это очень много непонятно. Вот. И я приняла этот подарок. От всей души, которые мне сделали. Поблагодарила. И все-таки попала я на этот концерт, хотя и сомневалась. Тоже состояние такое было. Качельное немного. Вот. Из первых аккордов этой живой музыки вы не поверите.
я опять плакала. У меня было ощущение, что каждый аккорд, каждый звук буквально очищали еще, как говорится, доочищали, исцеляли в первую очередь мое сердце. У меня было ощущение, как будто мое сердце вчера было омыто вешними водами жизни. Вот у меня такое было ощущение. И я сидела, я просто дышала вот в полную силу, насколько это было для меня правильно, уместно. Ну, то есть вот. И просто позволяла снова подниматься и течь из меня всему тому, всем тем чувствам, всем тем эмоциям, которые я проживала, которые поднялись во мне снова. И я увидела практически все кино моей жизни. Я так благодарна за этот концерт. Который пришел через сердце Ани Захаровой. Анечка, дай вам Бог здоровья, дорогая, еще раз. Это просто чудо. Я редко озвучиваю, стараюсь, по крайней мере, не озвучивать, не давать никаких комментариев, рекомендаций. Есть для этого определенные причины. Но это имя я назвать хочу, потому что оно настоящее. Я всегда чувствую кожей истинный талант, творчество, сердце того, кто создает то или иное произведение. И для меня музыка всегда делится очень по-простому, по очень простому критерию. Мое, не мое, живое, не живое, настоящее, не настоящее. Ну, я думаю, понятно. Так вот, это реальное искусство, настоящее. И для меня вот через эту музыку точно претворяется в жизнь фраза: музыка — это первая ступень, на которой Бог разговаривает с человеком. И вот вчера со мной Бог и вся жизнь разговаривали через эту музыку. Запомните это имя, друзья. Композитор. Сам пишет музыку и сам ее исполняет на фортепиано. Илья Бешевли. Запомните и слушайте. Обязательно. Исцеляйте свои сердца. Это просто чудо. И это имя, вне сомнений, теперь находится в моей копилке сокровищ. После концерта я подошла к нему. На самом концерте я никогда не предаюсь овациям. Как бы я ни восхищалась и не восторгалась произведением, я в этот момент говорю с сердцем. Я просто кладу руку на мое сердце и благодарю тех, кто дарит свое творчество со сцены,
именно вот от всего сердца. Потому что, мне кажется, вот овации, аплодисменты, они отражают, конечно же, наш восторг, наше восхищение, благодарность. Но в то же время такое ощущение, как будто вот за ими, то есть точнее, вот что-то разрушается, что-то главное. Они важны, но главное — это вот именно то совместное пространство, когда творчество рождает вот что-то большее, чем мы. И каждый проживает свою историю. И поэтому, когда ты проживаешь и погружаешься в это полномерно, цельно, то хочется допрожить, как-то взять все это вместе. И вот сердцем поблагодарить автора, мне кажется, самое правильное. Вот этот баланс какой-то, вот что-то такое важное, что-то очень-очень сокровенное, даже сакральное. И поэтому я спокойно отношусь. Люди выражают свою благодарность так, как считают нужным. Я так выражаю свою благодарность. Вот. И поэтому я после концерта подошла к Илье и выразила свою благодарность. Я ему сказала то, что полилось из меня уже в благодарность. Чудо-человек, просто чудо. Вот. Такие дела. И благодаря этому концерту я, конечно, уже сказала, еще исцелилась и была уже наполнена теми ресурсами, которые позволили мне прийти сегодня сюда. И вот этот чудесный вечер стал завершением февраля 2024 года, который для меня стал просто Рубиконом. Рубиконом в жизни, которое имеет судьбоносное значение. Это моя гипотеза, друзья. Не претендую на истину в последней инстанции, говорю только за себя. Для меня январь-февраль 2024 года имеет точно такое же значение, как начало пандемии в 2020 году. Только пандемия началась явно. Эти месяцы незримо вершат ту же работу в нашей жизни, внося глобальные перемены. И поэтому я думаю, вы поймете мое вчера состояние радости, когда февраль у меня закончился именно так. Подарком от всей души, от замечательной девушки. И этим волшебным концертом я познакомилась с новыми людьми, прекрасными, чудесными, новыми. Мне эти чудесные новые люди показали новые места. То есть у меня прям вчера произошло просто какое-то чудо жизни для меня, за что я бесконечно благодарна этим людям и жизни. И вот этот переход в сегодняшний день очень знаменателен, лично для меня судьбоносен, это точно, и мистичен своими дарами, раскрытием таких моментов, о которых никогда бы в жизни нельзя было
даже подумать, предугадать, запланировать. Поэтому я этим и не занимаюсь. Предлагаю вам отпускать жизнь и позволять вам течь через вас и преподносить вам приятные сюрпризы. А это возможно только вот когда ты вовремя помогаешь себе при необходимости. И вот стоит сейчас фоном такой легкий вопрос, а было бы это возможно, если бы я вот во вторник не включила эту, как я для себя определила, последнюю педаль тормоза. Для меня вот 26-е, 27-е, нет, 20, получается, 26-го на меня посыпались все эти сообщения. 27-е, 28-е и 29 февраля — это как последняя педаль тормоза февраля. Но он вообще весь месяц стоп, я об этом говорила. А вот это вот последняя педаль. И вот слава Богу, я действительно нажала на эту педаль, тормознула, вовремя объяснила ребятам, что мне нужна тишина, пауза, время. Но у них то же самое, как оказалось, и слава Богу. И вот именно это возможность и тот разговор показали мне, не просто показали мне так много, что во мне же и вообще было скрыто. Я была уверена, что у меня с этим-то вообще все нормально. Уж у меня с сердцем-то, Господи, уж столько я работала. А вот оно оказалось. Там накопилось другого добра, в кавычках, полно. И только этот разговор и показал, да еще и сколько раскрыл, когда вовремя все было исцелено. Да как можно отказываться от такой жизни? Чудеса и только. Это же интересно, это же классно. Это же так здорово вообще. И вот уже с новыми ресурсами, с исцеленным сердцем, с исцеленной собой, омытая вешними водами жизни, настоящим половодьем весны, как я чувствую, музыкой пропитанная, наполненная, всякими вкусностями, наетые. Уже можно дальше продолжать. И делать, и двигаться, и что-то творить. Ой, и хочется, понимаете, и хочется уже. Вот, поэтому я и предлагаю вам сделать то же самое. Возможно, кому-то будет достаточно этого разговора, возможно, кому-то понадобится еще время. Не выскакивайте. В любом случае весна уже пришла. Я вас поздравляю с весной. Удивительное время, удивительная жизнь. Смотрите не только глазами, и вы увидите. И вы тоже увидите. И очень важно увидеть главное. За вроде бы, да, важными вопросами, моментами, ситуациями. И держаться главного.
Тогда все вопросы либо сами отпадают, либо уже ты знаешь, что с ними делать, либо способен их решать. Это тоже важно. Вот такие дела, друзья. Ну вот соседи там начали опять ремонт. Слышите, звуки пошли. Рабочие, весенние. Жизнь закипела. Меня радует, что это сейчас не крики детей, а что-то в созидании. Это что-то в строительство происходит. И это радует. Лично у меня вот за окном прям солнце распахнулось. За стенкой ремонт у соседей идет. Все нормально, значит, точно все на своих местах. Жизнь продолжается и во мне, и вокруг. Вот теперь можно и дальше двигаться. Может, быстрее дойду до продолжения той темы. Ну, чисто в рабочем порядке уже, конечно. Я надеюсь, это будет уже полегче точно, учитывая всю эту неделю. Вот такие дела, друзья. Перезимовали. Началась весна. Еще раз поздравляю вас. У жизни весна, а у вас. Я надеюсь, что вы ее также почувствуете и распахнете свое сердце для себя, для весны, для жизни. И будете жить именно в обнимку со своим сердцем, в обнимку с собой, в обнимку с жизнью. Это так здорово, скажу я вам. Присоединяйтесь, господа, присоединяйтесь. Присоединяйтесь, друзья. Мест полным-полно в этом зрительном зале жизни. И в этом зрительном зале, в живом зрительном зале, точно есть ваше место. Предлагаю его занять. Неожиданный такой разговор повернулся. Как он мне понравился. Слушайте, мысль пришла буквально сейчас, и я ее тут же озвучила. Слушайте, как классно. Вот видите, какие интересные живые образы рождаются. Так что занимайте, друзья, свое место в этом зале. Вход сюда точно свободный. Вот такие дела. Все, заканчиваю. Надеюсь, вы тоже чувствуете ту легкость, которую сейчас чувствую я. Наконец-то я поговорила, наконец-то я разродилась, прям такое слово. Наконец-то это произошло. И слава Богу. Жизнь продолжается. Послушайте обязательно творчество Ильи Бешевли. Еще раз повторяю. Он дает живые концерты сам. Сам играет на фортепиано по России. Вот. Поэтому прямо рекомендую посмотреть в его сторону тоже. В сторону себя и в сторону Ильи и его музыки, его творчества, которые точно созданы живым сердцем. Всего самого доброго. До свидания и до новых встреч.